Welcome home, Ashen One. Всем доброго времени суток, гости и зрители моего канала. Сегодня мы поговорим о боли. Боль. Одно слово, 4 буквы. Хидетака Миядзаки. 2 слова, 16 букв. 3 разбитых об стену геймпада, десятки попыток убить сраных Смолва и Арнштейна, 30 хитросплетенных локаций, 1 ошибка в половой принадлежности Гвиндолина, сотни падений с обрыва, 5 сбежавших ящериц, 1 бинокль для одной конкретной цели, парочка отрубленных хвостов, миллионы да как же тебя убить, тварь, 1 гребаный Арториас и 1 гребаный Манус, миллионы теорий фанатов об истории мира игры, сотни тысяч потерянных впустую душ, несколько лет страданий и возвращений в этот ад, чтобы снова насладиться страданиями и возвращениями, и чтобы снова возжечь это проклятое пламя. Dark Souls. Темные души, страх и ненависть, отрицание и принятие, спокойствие и умиротворение. Эх. С ней я познакомился в 11 классе. На дворе тогда стояла весна, а учителя вовсю готовили нас к выпускным экзаменам. Какая же это была ошибка узнать об этой игре перед экзаменами. Для каждого школьника экзамены в 11 классе были чем-то невероятно сложным и непроходимым. Мы то и дело слушали от учителей и знакомых страшные легенды, в которых нам рассказывали, что нас будут проверять металлоискателями, что в каждом кабинете будут стоять камеры 360 и записывать каждое наше движение, что будет дежурить полиция с овчарками и карета скорой помощи, а также, что все наши работы будут проверять роботы. И я не шучу, нам реально говорили, что нас будут проверять роботы. И мы как идиоты тренировались день за днем писать свои имена и фамилии без ошибок. Причем ранее мы всегда их писали без ошибок, но в этих самых пробных бланках мы косячили постоянно. У нас типа одного звали Антон, так он написал Амон. Короче, стресс мы испытывали еще тот, а в перерывах между подготовкой я играл в компьютер. И вот в один из дней я прихожу к своему другу в гости и вижу у него новую многоигровку. Там были Альфа Протокол, Анимуша 3, Hitman Blood Money, Total Overdose и первая часть Dark Souls. Он, конечно же, дал мне его установить, и я тогда вообще не заметил темные души, а последовательно начал устанавливать игры про крутых мужиков с крутыми пистолетами. Кстати, в Анимуше был Жан Рено на обложке, что было круто, потому что Жан Рено у меня ассоциировался тогда с героем просто бомбезного фильма про наемного убийцу Леон. Но вот незадача. Все игры, которые я установил, у меня не запустились. И осталась последняя – Темные души. Ну, что сказать, в Готику 2 я не играл, в первую часть Два мира я тоже не играл, а в Райсен играть я не смог, потому что она показалась мне сложной. Райсен. Какой же я был наивный в то время. Ну и значит, запускаю я игру, и пока что все хорошо. Создайте, говорит, персонажа. Ладно. Помучившись с редактором, я создал более-менее нормального героя, и началось. Обучение на мобах в прибежище нежити я, конечно же, прошел, но тут меня встретил первый босс и тупо втоптал меня в пол. И какая-то здоровая ворона унесла меня в мир приключений. Но приключения у меня закончились там же, где и начались, на кладбище, которое расположено было в нескольких шагах от первой безопасной зоны. Скелеты опустили меня так быстро, что я вообще ни хрена даже не понял, и игру я тут же выключил и удалил, подумав, что это какой-то забагованный, беспонтовый бомжатский продукт от ноунеймов. Прости меня, Миядзапич, я тогда еще не знал, что ты гений. Что ж,
Первое свидание прошло плохо, и я заклеймил Dark Souls самой отстойной еврой во вселенной. Ну, спустя месяц я обнаружил у себя в столе ту самую многоевровку, которую я, видимо, забыл отдать другу, и, вставив диск в компьютер, я решил дать евре второй шанс. Хотя на самом деле эта евра давала мне еще один шанс. И я твердо решил, что в этот раз я убью первого босса, чего бы мне это ни стоило. А стоило мне это моих потраченных нервов и тройки по русскому языку за экзамен, ведь я не готовился, а пытался убить демона прибежище. Внимание, я убивал его 5 дней. Да, я был дичайший казуал, но в конце концов я все-таки собрался силами, воодушевился и скачал тренер. С тренером я быстренько с ним разделался, затем зачитерил себе миллиарды душ, мне стало неинтересно, и я снова удалил игру с чувством того, что я неудачник. После этого случая я очень часто вспоминал свой позор, а ведь я вырос на 8-битных приставках. Я проходил Castlevania, Шоу Кана забивал в Mortal Kombat Ultimate, я даже умудрялся наполовину пройти Battletoads, и даже ту миссию с гоночками я не боялся. И вот спустя какое-то время Гордыня поборола страх, и я снова оказался в прибежище нежити. На этот же раз при создании персонажа я чисто на рандоме выбрал дар черные бомбы. И оказывается, это самый легкий способ завалить эту сволоту. В итоге я задорно закидал демона и был таков. С демона же упал молот, и я довольный нацепил его на своего нищего героя. Прибыв же на первую локацию, я прокачался в силу и здоровье, ведь я тогда думал, что герою нужны только сила и здоровье. Мне бабушка всегда говорила: следи за своим там здоровьем. И я с довольной после первой победы мордой побежал с скелетом на кладбище, но вернулся оттуда уже спустя минуту. Но как вернулся? Я воскрес возле костра, ведь меня там снова натянули. Ну, мир Dark Souls. С чего бы мне начать? Сразу поясню, это не обзор. Это мои воспоминания об этой игре. Те мысли, которые меня посещали во время ее прохождения. И мне вообще пофигу, кто там кому брат, муж, отец, что там таят в себе описание предметов и механики игры. Так что расслабьтесь и просто поспоминайте со мной, как вы играли в этот шедевр. Ну а то, что Dark Souls сложная игра, я говорить не буду. Она сложная. Просто примите это. Причем, как по мне, сложная она даже не боссами или там другими противниками. По моему мнению, она сложная тем, что вам придется учиться в нее играть. Именно учиться. Сейчас попытаюсь объяснить. Если у вас хреновая память и руки заточены только для того, чтобы держать ложку, то у меня плохие новости, ведь убить босса с первого раза у вас вряд ли получится. Хотя и не исключено. Но вот умерев первый раз, вам в любом случае придется запомнить, от чего вы умерли, то есть от какого удара этого самого босса. А мувсеты у них очень даже обширные. Не такие, конечно, обширные, как в нынешнем Elden Ring, но все же. То есть на некоторых боссах вам придется буквально умирать и разучивать его атаки для того, чтобы адекватно и спокойно его одолеть. Конечно же, вы можете, полагаясь на удачу, бесконечно его долбить и уворачиваться, и у вас это даже будет получаться, ведь игра вас не принуждает к какому-то определенному стилю. Но поверьте, в таком случае вы будете тратить огромное количество времени на каждого босса, хотя вы и так будете тратить много времени на боссов, но зная их атаки, вам будет значительно проще. Теперь руки. Руки очень важны, ведь они держат геймпад и управляют персонажем. И если вы будете слишком поздно или слишком рано нажимать на клавиши парирования или уворота, или наоборот слишком поздно, то вас будет ждать, как и меня, кладбище. Я же тогда об этих механиках не знал и, трусливо прячась за щитом, пылесосил первую локацию, параллельно рубая полоску выносливости. Нахрена они вообще ее добавили, думал я, убрали бы и было бы проще. Сложности мне добавлял еще тот факт, что играл я в то время на плавомыши, а управление в тогдашнем кривоватом порте игры с плойки оставляло желать лучшего. С клавиатурой-то вроде все было норм, но вот мышь... О, это была целая лотерея, когда ты вертел камерой и из-за резкого тупника управления проваливался в очередную пропасть. А проваливался ты обязательно с овер до хрена количеством душ. И все это произошло в 2 километрах от твоего костра. И пока ты бежишь до места смерти, вероятность того, что ты не добежишь, очень высока. Ты либо снова разбежавшись прыгнешь со скалы, либо в каком-нибудь проклятом старом доме тебя съедят мужики и запьют это все дело пивом. И все, плакали твои 20 тысяч душ. Геймпад, кстати, у меня был, его мне на днюху купил батя. Но вот только геймпад этот был для летных симуляторов. Нахрена он его тогда купил, я не знаю, ведь никто из нашей семьи в таковые не брал. Наверное, я мог его использовать для того, чтобы менять уровень наклона моего летящего в пропасть воина, чтобы мягче посадка была. В общем, как я ее прошел тогда на клавиатуре, одному богу известно.
Позже в ремастере Фромы, конечно же, это все поправили, но психологическая травма осталась. И вот долго ли, коротко ли, я добрался до первого босса Тельца. О мой бог, огромная рогатая хреновина на маленькой узкой крепостной стене. Окей, вооружаемся беспонтовым мечом и идем наказывать корову. Корова долго сопротивлялась, но увидев лестницу и сложив 2 и 2, я понял, что надо валить его, падая с башни на его рогатую башку. Но как же я охренел, когда я, поднявшись по лестнице, вдруг обнаружил, что эта парнокопытная умеет прыгать. В итоге снова поражение, но с 3-го раза я его осилил. Вообще, в то время меня нормально-то пугали разные представители животного мира в целом, не говоря уже о всяких там мутантах-минотаврах. Мы однажды с другом пошли на рыбалку, и тут вам надо просто представить. Разбили мы, значит, лагерь небольшой и сидим такие друг напротив друга, кушаем. А вдруг мой товарищ начинает неистово орать, от чего вся еда, которая была у него во рту, летит прямиком на меня. Я медленно поворачиваю голову и вижу, как в нашу сторону, примерно в 10 метрах, быстрыми шагами идет агрессивно настроенный здоровенный барсук. Мы с другом подорвались с места и подбежали к ближайшим березам. Я вооружился палкой, а товарищ камнем. Ну и стоим такие, ждем атаки дикого животного. Барсук же зашел в центр нашего лагеря, остановился такой там, принял напряженную позу, поднял зад и начал грести лапами. Я такой другу говорю: я по телеку видел, это у него атакующая поза, сейчас он готовится наброситься, готовься. Ну а барсук же стоял, пыжился, развернулся и тупо ушел. Мы переглянулись, подошли к лагерю и увидели посередине наших запасов огромную кучу барсучьих фекалий. Оказывается, барсук тупо навалил в наш лагерь и ушел, а поза, которую мы приняли за атакующую, была поза облегчения бедного животного. Ну а мы с позором собрались и пошли домой, заранее договорившись, что не будем рассказывать нашим девчонкам об этом случае. Да уж, рыбаки. В общем, порадовавшись победе над боссом Минотавром, я двинулся дальше. Мой же друг в это время, кстати, тоже параллельно со мной проходил игру. А точнее, пока я с позором умирал за каждым углом, падая в пропасти, он игру уже прошел и козырял передо мной своими достижениями. Это, знаете, был такой довольно тонкий и скрытый троллинг с его стороны. Типа: а ты уже дошел до Арториаса? Простой босс такой, на изи его вынес. А, ты еще до DLC не дошел. А Виверну убил на мосту, у нее хвост можно отрубить и с нее пушка неплохая падает. Но она тоже простая, я ее с легкостью убил. А пока он мне это рассказывал, я ловил флешбеки, где эта огненная курица снова и снова делает из меня сочную отбивную. Это я потом уже узнал, что есть один нечестный способ ее победить, тупо расстреляв из арбалета, естественно трусливо прячась под мостом. А чё ты через парирование не играешь? Там же не сложно, просто в тайминг попадай и все. Ага, в тайминг. У меня 5 минут назад в веселой ферме медведи прогресс заруинили, потому что я не успевал вокруг них клетки построить, а тут тайминги. Дорогой мой друг, иди ты знаешь куда с такими советами. Хотя я должен признать, что сейчас, научившись более-менее парировать, играть в некоторые игры стало в разы проще. Но научился я этому, как ни странно, не в Dark Souls, а в моей любимой на данный момент игре For Honor, где как бы на парировании можно очень неплохо так тащить из боя в бой. Кстати, забавно то, что я в те года парировать не умел от слова совсем, но игру сумел пройти только благодаря этой механике. Ну а как такое получилось? Ну, давайте дождемся окончания истории, и там я обязательно об этом расскажу. Так вот, друг говорил мне, что игра элементарная, но прикольная, и пройти ее все же стоит. Я, конечно же, с невозмутимым лицом с ним соглашался, не подавая вида, что я вообще в полном ахере от происходящего со мной там, а дойдя до капра демона, я и вовсе снес сохранение и решил начать игру другим классом. До этого я играл за типичного воина с щитом и мечом. В этот же раз я решил попробовать класс пиромант. И, товарищи, с того самого момента это мой любимый класс в игре и по сей день. И Dark Souls 1, и 3, и Elden Ring я прошел только благодаря этому замечательному классу. Я даже в Dark Souls 2 всегда с самого начала заморачивался с поиском перчатки вот этой для пиромантии, или как она там называется. И только потом, уже со спокойной душой, я проходил игру. В первом же Дарке пиромант мне нравился тем, что он эпично бросался фаерболами, снося приличное количество здоровья мобам и боссам. Благо дело, у многих из них не было резиста к огненным атакам, а если и был, ну что ж, не беда, вкидываем силы, ловкости и какой-нибудь кочергой заковыриваем недруга, пока не помрет. Но все же основная причина моей пламенной любви к этому классу — это дистанция.
Тебе не нужно стоять где-то под правой пяткой босса и полупать его физухой. Ты стоишь с ним лицом к лицу на средней дистанции, прекрасно видишь, что делает босс, прекрасно видишь самого босса, а они во всех частях игр довольно прикольные и красивые, и закидываешь его огнем. Эпично, удобно, красиво, практично. Такое прям люблю. И даже поймал себя на мысли, что во всех играх, где есть магия, там огнестрельное или баллистическое оружие, я всегда буду играть, используя именно эти виды. Но это уже, наверное, вкусовщина, либо принцип очкошника. Ну, просто мне кажется, если у тебя есть выбор между используя вот этот вот красивый меч, но он будет в любом случае привычным красивым мечом с привычным мувсетом, или используя вот это вот очередное дичайшее заклинание и подожди к херам полкарты, уничтожив всех и вся за одну секунду, я все-таки выберу второе. Уж сори милишники, повторюсь, вкусовщина. Милишники также могут, к слову, раздавать нормальных таких люлей налево и направо, а особенно круто смотрятся такие воины с какой-нибудь двуручной огроменной балдой, если еще и в тяжелых доспехах. В общем, по выбору, кем играть и каков твой путь самурая, тут прям все очень хорошо сделано. Можно слепить либо что-то определенное, либо что-то универсальное по типу пироман с двуручным мечом. Прикольно. Еще бы геймпад мне в то время в руки, было бы вообще шикарно. Но вот спросите любого, чем славится серия игр Dark Souls, и скорее всего большинство вам ответит боссами. Про каждого я говорить не буду, а отмечу в этой части ролика только моих самых любимых. Как и искренне любимых, так и любимых, да иди они нахрен с такими боссами. И на самое первое место своего топа я поставлю сэра Арториаса. Когда я создал пироманта и наконец-то научился играть в темные души, я добрался до своего первого в жизни DLC, в котором меня любезно поджидал данный сеньор Хардкор. Перед ним еще, кстати, стоял NPC дружелюбный в обалденном сете таком готическом. До сих пор не знаю, можно ли его как-то получить в игре. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если можно. Я до сих пор хочу на себя этот сет напялить. Ну, вернемся к боссу. Чем же он мне так понравился? Во-первых, его имя. Арториас, путник бездны. Звучит круто и загадочно. Вообще у фромов нет проблем с именами злодеев. Они звучат настораживающе, красиво и иногда даже пугающе. Например, Понтифик Салливан. Я хз почему, но когда слышу это имя, на душе становится как-то тревожно, что ли, и внутри опутывает каким-то чувством мерзости. Сами слова вызывают такие ощущения. Понтифик Салливан. Или Набой Сид. Гвиндолин Темное Солнце. Ну красиво же. Во-вторых, история Арториаса. Некогда славный рыцарь, которого на последнем издыхании поглотила бездна, но он успел прикрыть щитом своего единственного верного друга, маленького волчонка Сифа. Позже в игре ты встретишь уже повзрослевшего огромного волка с мечом в зубах, который тоскливо ожидает своей участи на кладбище, воя на луну. А в момент боя с ним на фоне играет душераздирающая мелодия, слушая которую даже как-то не хочется с ними драться-то, что ли. Больше, наверное, хочется забрать его в себе домой, накормить и посадить в будку. А вот бы соседи охренели, конечно. Ну и в-третьих, это самый, как я считаю, крутой босс в своей боевке. Когда ты начинаешь проходить первый дарк, то в целом все сражения проходят медленно и размеренно, особенно если играть со щитом. Блокируешь размен, редкий раз у ворот. Но этот мистер Твистер покажет вам совсем другие танцы. Он будет к вам резко подбивать, махать по кругу своим мечом, перекатываться, делать атаки в прыжке, делать тройные атаки в прыжке, бить по области, делать выпады. И после прошлых медленных боев мне было реально трудно перестроиться под новый темп. Да, сейчас, глядя на кадры из игры, вы такие думаете, а что тут как бы сложного, все медленно, все одинаково, атак немного. И я соглашусь, сейчас, пройдя кольцо Элдена и сразившись вот с этой вот мадам, бой с ним не кажется чем-то сложным и эпичным, но тогда это было что-то с чем-то. Я сэра Арториаса убивал часа 2, наверное, подряд, и убить его смог, только запомнив все его атаки. С моим одноклассником, которого я также подсадил на эту проклятую серию игр, и вовсе произошла довольно забавная ситуация после встречи с Арториасом.
Короче, он дошел до босса и начал пробовать его забороть. Так начался цикл бесконечных смертей и множество проведенных в игре часов. А через 2 дня после встречи с этой постфудой у нас должен был состояться экзамен по математике выпускной в 11 классе. Ну и значит, стоим мы такие в назначенный день на линейке перед экзаменом, зауч там с директором толкают наставления выпускникам, как внезапно в момент их паузы мы слышим громкие шлепающие шаги в конце коридора. Ну знаете, как будто кто-то по воде идет. Все как один поворачивают голову и видят моего одноклассника, который идет в нашу сторону и при этом идет весь мокрый с головы до ног. То есть буквально мокрый, с него вода бежала, будто он только что из бассейна вылез. Ну и он, значит, такой под удивленные лица окружающих молча встает к нашему классу, линейка продолжается, а он поворачивается ко мне и говорит: «Я смог, Арториаса больше нет». Ну а мокрый он был от того, что всю ночь проведя в поединке с боссом и убив его только под утро, он сразу же вышел из-за компа, оделся и пошел на экзамен. Ну и видимо от облегчения, от того, что он победил такого сложного босса, он решил прям в костюме прыгнуть в местную речку, чтобы освежиться. Ну и собственно в таком вот косплее водяного он заявился в школу. На самом деле это жесть. Короче, на моей памяти это один из самых четких боссов, которые у меня когда-либо были. Следующий босс — это разверстый дракон. Мне он запомнился тем, что когда я его увидел первый раз, то просто тупо как дурак пялился на его величие с открытым ртом и в итоге был им быстро растоптан. Но затем со сжатой пятой точкой я его все же убил. И я бы не сказал, что было сложно, больше было страшно, уж больно он жутко выглядит визуально. Далее в моем топе идет Вихрь, босс, от маски которого я был просто в восторге, как и от его локации. Такое чувство, будто к темному чернокнижнику в логово попал. Хотя на самом деле он, по-моему, и есть чернокнижник и помощник, по-моему, Нитта. Босс же умеет создавать свои копии и грациозно перемещаться по арене, усеянной горящими свечами. Но он еще в плаще такой странной формы, одним словом, внушает. На следующем месте моего топа разместился Гвиндолин, босс, о котором я думал, что это довольно красивая принцесса с печальной судьбой, заточенная в стенах собственного замка. И вот только года 2-3 назад, смотря какой-то видос по лору Dark Souls, я узнал, что Гвиндолин, ну типа как те девахи-оборотни из Таиланда. По крайней мере, я-то понял. Короче, мужик он вроде как на самом деле. Когда я это узнал, я чувствовал себя как Эйс Вентура в том самом фильме. Но уважать от этого босса я не перестал. Красивая история, построенная на иллюзии вокруг Норлонда, прикольная маска опять же, интересная арена, где вы бежите за боссом по бесконечному коридору. Жаль только, что босс простой и история у него не так сильно, как по мне, раскрыта в этой игре. На предпоследнем месте, естественно, всеми любимые друзья-рыцари Смоук и Арнштейн. Помните ваше удивление, когда вы впервые увидели, что на арене сразу 2 босса стоят? Вот я прекрасно помню. Точнее, мое подгоревшее седалище их помнит на уровне атомов. Это было тупо насилие. Эти 2 гада постоянно вас преследовали, и все, о чем вы думали в этот момент, как бы их разделить, чтобы нанести кому-нибудь одному хоть какой-нибудь урон. Арнштейн постоянно делает в вашу сторону выпады или стреляет вас молниями, а в это время его жирный товарищ тоже не стесняется и вдогонку машет своим молотом вам по хребтине, либо прыгает и садится вам прямо на лицо, максимально вас унизив. И я тогда подумал, что сносить надо первым Смоуга, ведь он большой, тяжелый, по-любому бургеров там обожрался и бегает медленнее своего товарища. Но не тут-то было, ведь в какой-то момент он начинает бежать в твою сторону с молотом наперевес, словно он тот самый паровозик, который Смоук. Короче, каким-то чудом, разобрав первого, передо мной развернулась кат-сцена, после которой большинство игроков, включая и меня, нажимают Alt F4, потому что после нее начинается вторая фаза, в которой выживший козел впитывает силу и пару способностей своего почившего товарища, и к этому всему он еще восстанавливает себе дополна полоску ХП. Какая нахрен вторая фаза? Какая полная полоска ХП? Я первую с трудом прошел, а тут еще и Арнштейн научился у Смоуга плохому и филигранно снова приземлился на мое лицо. Офигенный босс, 10 из 10. Сколько же дней я на нем выстрадал. Я очень сильно надеялся, я правда искренне верил, затем запуская другую часть игры, что я больше не увижу таких боссов. Surprise, motherfucker!
Не-не-не-не-не, я пошел. Увидимся когда-нибудь в следующей жизни. Да хотя ладно, шучу. Этих слабаков я одолел с попытки 10-й, наверное, но они все равно и рядом не валялись с Великими, Смоувом и Орнштейном. Ну и последний босс моего топа — Двин, Повелитель Пепла. Помните, я говорил про Арториаса, что он быстрый? Так вот, забудьте. Этот товарищ по скорости ничуть ему не уступает, а где-то даже преуспевает. Причем как только вы вошли к нему на арену, вам даже мультик не показывают, а все, что вы увидите перед своей смертью, это бегущего со всех ног в вашу сторону деда с пылающим мечом, который, совершив прыжок в космос, опустит вам на голову свой пламенный набалдажник. Поначалу я вообще не понимал, как его нужно атаковать. Урона он вливает в вас немало, а окон, чтобы его ударить, немного. Это в бою с Нита у вас такие окна для атак, что в них курить смело выходить можно. Здесь же нет. И что же в итоге я сделал спустя множество безуспешных попыток? Правильно, полез в интернет как истинный казуал. И там я нашел совет. Мол, сразу на входе в арену начинайте тупо спамить клавишу парирования. И так как у босса быстрые атаки, вы с вероятностью 80% отразите их все и спокойно деда отправите на покой. Ну что ж, так я и сделал. Хоть я и не умел парировать в этой игре, но тупо неистово херачить по клавише парирования я сумел, и деда таким образом победил. Пока я, кстати, его таким образом убивал, я вдоволь наслушался его мелодией на арене. И вот без шуток, в данный момент она у меня в телефоне стоит на рингтоне, и когда мне кто-то звонит, я сначала слушаю мелодию секунд 10, а только потом беру трубку. Ну а на этом вот как бы вроде и все боссы, которые мне прям запомнились. Конечно же, сюда можно было еще отнести и Мануса, но эту гниду я вообще вспоминать даже не хочу. Мне было слишком больно почему-то у него в гостях. Это, по-моему, вообще единственный босс, которого я не убил в этой игре. И, к слову, я ни разу от этого не расстраиваюсь. Бесконечный цикл жизни, страдания, боли и сладостный поцелуй смерти в конце с последующей настройкой билда у костра и выслушивание странных речей сидящего неподалеку рыцаря. Великий и солнечный Анор Лонда, погруженный во тьму после снятия иллюзий Гвиндолина. Жуткое путешествие в катакомбы и не менее жуткий затопленный город. История мира, разбросанная по всей игре в описаниях предметов. Dark Souls можно любить и ненавидеть за многое, но все же я больше его люблю. Эта игра научила меня тому, что упорство и старание рано или поздно приведут вас к победе, что не нужно бояться трудностей, ведь даже сама смерть — это не всегда конец, а иногда даже начало чего-то нового. Dark Souls помогла вызвать кучу мотивации у меня в занятии чем-то новым, тем, чем я раньше не занимался, потому что боялся это делать. Ведь теперь я могу сказать: блин, я Смоува и Орнштейна победил, я что, сантехнику дома победить не смогу? Конечно же смогу, тащите разводной ключ. А затем, сломав все к хренам, я все равно вызываю мастера, но вот зато в следующий раз у меня точно все получится, ведь главное не сдаваться. Но это все шутки, а по факту игру я считаю великим продуктом этой студии, который зарядил целое новое движение, именуемое Souls-like играми, хотя, наверное, зарядил даже еще со времен Demon Souls. Люди вспомнили, что такое сложные игры, где тебя не будут вести за ручку и выкладывать сюжет, словно бабушка сказку на ночь рассказывает. Поначалу да, сложно, но затем, потратив уйму времени на очередного, казалось бы, непроходимого босса и в итоге его убив, ты получаешь невероятное наслаждение. И хотя ты психовал во время боя, особо импульсивные там геймпады в стены бросают, но затем ты уже с теплом вспоминаешь бой с этим боссом и время, которое ты провел с ним, и начинаешь новую игру плюс, чтобы заново получить этот огромный спектр эмоций. Сейчас я заканчиваю, вот, например, прохождение DLC по Elden Ring, и как и тогда в темных душах, на душе как-то грустно, как-то темно, осознавая, что скоро я его пройду и все закончится. Очень интересный такой эффект. Тебя унижают, убивают, ты постоянно нервничаешь, часами бьешь Арториаса, а затем ты снова хочешь вернуться. Все-таки господин Миядзаки гений, спасибо вам за опыт.
Ну а вам спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь обязательно. Делитесь роликом со своими друзьями-мазохистами. И если ролик соберет нормально просмотров и понравится вам, то я запилю по каждой части Dark Souls отдельный. Ну и в целом все. До новых и скорых встреч.